Как понять, сколько стоит ваш объект недвижимости? Очень сложный и очень полезный вопрос, если вы собираетесь продать недвижимость, либо просто оцениваете свои активы и хотите понимать, сколько денег где лежит. И иногда бывает сложно в моменте определить, сколько стоит ваш объект. Потому что, во-первых, у вас есть цена, за которую вы этот объект купили, и вы ее, естественно, учитываете, это абсолютно нормально. Во-вторых, есть, допустим, средняя стоимость квадратного метра в том районе, где недвижимость находится, но далеко не всегда она отражает точную стоимость вашего объекта. И в-третьих, есть рыночная стоимость. Вот о ней мы сегодня и поговорим, потому что это знание будет самым полезным, если вы собираетесь продать недвижимость в моменте. То есть это знание помогает вам понять, сколько вообще сейчас на сегодняшний день рынок готов предложить за ваш объект. Мы в DreamHall для этого прибегаем к конкурентному анализу каждого объекта перед тем, как выставить его в продажу, чтобы понимать, за какую стоимость выходить в продажу, какие могут быть прогнозы и сколько денег вообще получится выручить с продажи для собственника. Основы этого конкурентного анализа я вам покажу сейчас, чтобы у вас было само понимание логики, как определять рыночную стоимость объекта, хотя бы примерно, и вы могли сделать это даже самостоятельно. Есть множество разных способов анализа стоимости объекта, мы сейчас остановимся именно на конкурентном анализе, потому что, чтобы продать объект, он должен быть интересен для покупателя. Соответственно, конкурентный анализ – это анализ того, что вообще продается на рынке, то есть с кем вы будете конкурировать, если выйдете в продажу, и в каком ценовом диапазоне эту конкуренцию будет возможно выиграть, чтобы привлечь внимание покупателя и чтобы он сделал выбор в пользу вашего объекта. Но прежде чем мы перейдем к поиску объектов, надо понимать изначально, с чем мы сравниваем, то есть характеристики своего объекта, который мы анализируем. Чтобы продемонстрировать вам весь ход анализа, мы возьмем на примере одного объекта, который мы недавно анализировали, и запишем его характеристики и сравним с конкурентами. Для начала давайте посмотрим, что за объект. Это квартира, апартаменты 95 квадратных метров, 2+1 на Гардене со своим выходом к бассейну в жилом комплексе M-Town Green Park. Это в Алсанджаке. Давайте посмотрим фотографии, чтобы иметь представление. Но это не маркетинговые фотографии, это фотографии, которые сделал агент во время визита. Это наши рабочие инструменты, чтобы по этим фотографиям было проще определять состояние, внешний вид и меблировку объекта. Еще раз повторюсь, это очень важно. С этими фотографиями в рекламу идти нельзя. Спрос мы так не создадим. Если вы или ваш агент выходит в рекламу с фотографиями такого качества, тем более, не дай бог, там люди вон на фото, это неинтересно покупателям. Конкуренция на рынке большая, предложений больше, чем спроса, поэтому нужно постараться, чтобы собрать этот спрос. Вот с этим вообще нет никакого смысла выходить в продажу. Но чтобы понять, что это за квартира, какая там стоит мебель и в каком она состоянии, этих фото вполне достаточно. Итак, переходим к характеристикам. Характеристики объекта. Апартаменты 95 квадратных метров, 2+1 с одним санузлом на нулевом этаже, то есть на граунде, в двухэтажном блоке. Балкон, терраса около 10 квадратных метров. К сожалению, у нас официальной планировки не было под рукой, поэтому сделали приблизительные замеры. Состояние отделки, современная отделка, то есть комплекс достаточно свежий. Если я правильно помню, около 4-5 лет ему. А да, вот здесь вот мы указывали 2020 год на введение в эксплуатацию. Мебель есть, бытовая техника есть, прочее, водонагреватель, панорамное остекление. Все, в принципе, это основное, что есть. Дальше посмотрим жилой комплекс. Что это за комплекс, чем он хорош, может быть, какие-то недостатки, потому что нам надо понимать, что мы с чем сравниваем. M-Town Green Park, Алсанджак, Кирения, 2020 год введения в эксплуатацию. Общее состояние хорошее. Есть большой бассейн, как утверждает застройщик, около 400 квадратных метров. Мы с рулеткой не бегали, поверим ему на слово. Парковка открытая на закрытой территории. То есть здесь мы указали, что закрытая территория видеонаблюдения. Спортплощадки, детской площадки либо какой-либо зоны отдыха там нет. Прежде чем мы перейдем дальше, есть еще один важный момент. Если мы найдем ближайших конкурентов, мы можем примерно оценить среднюю стоимость квадратного метра. Но не могут квартиры стоить одинаково, потому что у одной вид лучше, у другой мебель лучше, у третьей сам комплекс интереснее. Там, допустим, есть спортплощадка, а здесь нету. И, соответственно, сравнивать слепо по стоимости квадратного метра будет не совсем корректно. Вы можете поставить цену выше, чем у конкурентов, если не учтете эти факты. Либо, наоборот, занизить стоимость, хотя могли бы продать подороже. Здесь мы учитываем, как правило, максимум по 4 основных повышающих и основных понижающих фактора. Здесь стоит остановиться чуть поподробнее, потому что здесь не все повышающие и понижающие факторы самые очевидные, самые те, которые могут влиять на ценообразование. Потому что есть такие повышающие или понижающие факторы, которые на ценообразование влиять не могут. Например, вид из окна, панорамное остекление, своя терраса, если, допустим, у конкурентов этой террасы нет. Это очевидные повышающие факторы. Из-за них квартира может стоить чуть дороже, чем такая же, но без них. То же самое с понижающими факторами.
Если квартира находится там на удалении от всей инфраструктуры, если до нее добираться там только на машине полчаса до ближайшего там крупного поселка, это очевидный понижающий фактор, то есть там квартира должна стоить дешевле. Но также есть и неочевидные. Что такое неочевидные повышающие и понижающие факторы? Это те моменты, которые добавляют или наоборот убавляют ценность квартиры, но которые мы не можем использовать в маркетинге при создании спроса. Допустим, тройное остекление, как я в подкасте говорил, не может являться повышающим фактором, потому что да, для кого-то это важно, и да, кто-то, может быть, ищет квартиру с хорошей шумоизоляцией, но в массе своем вот весь поток покупателей на это не обращает внимания, соответственно, они не будут вдумываться, почему ваша квартира стоит дороже, хотя тут рядом есть такая же, но там, допустим, на 5000 дешевле. Поэтому это на ценообразование не влияет. Мы можем это указывать только уже в переговорах с покупателем, когда он уже пришел, квартира ему понравилась, и он там выбирает из нескольких вариантов. Тут мы можем, да, использовать это как аргумент в нашу пользу. В данном случае у нас есть несколько повышающих, понижающих факторов. Давайте коротенько по ним пробежимся. Собственная терраса, выход к бассейну. Это прекрасно. То есть, да, у комплекса хороший бассейн, а тут еще и свой выход к бассейну. То есть, можно открыть панорамное остекление, выйти на свою террасу и сразу нырнуть в бассейн. Это классно. Близость к Escape Beach. Жители Кирени любят Escape Beach, ездят туда даже издалека, даже из там, центра Гирны, либо наоборот из Каршаяки. Пляж действительно хороший. То, что к нему есть пешая доступность, это очевидно повышающий фактор. Сильно или не сильно, да, посмотрим дальше по ходу анализа. Но на данном этапе нам надо это указать, потому что да, действительно это классно. Расположение вдали от главной дороги. Что это означает? Это означает то, что шум с главной дороги не будет проникать в окна, проникать внутрь помещения. Это классно, потому что действительно очень многие люди не делают выбор в пользу определенного объекта только потому, что он находится на шумной улице. Это может быть повышающим фактором, хотя и не сильно. И хороший внешний вид комплекса, этот повышающий фактор скорее для того, чтобы вообще понимать, с кем сравнивать. То есть мы точно не будем брать в анализ объекты с плохим внешним видом комплекса. Потому что, да, бывают классные квартиры, но комплекс в плохом состоянии, соответственно, мы такие брать не будем, там ценообразование будет очевидно ниже. Из понижающих факторов здесь можно отметить отсутствие детской спортивной площадки. Если спортивная площадка еще куда бы ни шло, можно там спортзалом пользоваться, то для многих людей, особенно семейных, а это все-таки 2+1, эта квартира уже больше семейная, если брать ее там для жизни, либо для долгосрочного проживания, детская площадка будет очевидно плюсом. В этом комплексе этой площадки нет, поэтому надо это учитывать. И нет пешей доступности к магазинам, в частности к продуктовым, потому что, чтобы дойти до магазина, нужно немножечко поработать ножками. Не всем это нравится, соответственно, тоже надо иметь в виду, что не все покупатели сделают выбор в пользу этого объекта, потому что ближайший магазин находится на определенном удалении. Итак, переходим к поиску. Я сейчас покажу короткую версию конкурентного анализа, чтобы не растягивать хронометраж видео на бесконечное множество, но на самом деле мы проходим несколько этапов по самым популярным открытым ресурсам и ищем конкурентов по нескольким запросам. То есть для начала хотелось бы сравнить предложения в самом Mtang Green парке, либо в похожем комплексе, там Olive Hill, по-моему, у них очень похожий комплекс, просто чуть подальше, уже ближе к Лапте. Вот у них какие предложения, какой вообще порядок цен. Это поможет нам выявить среднюю стоимость квадратного метра конкретно в этом комплексе. Но в формировании рыночной стоимости нам это не сильно поможет. Почему? Потому что сам Green Park может проигрывать конкуренцию в массе своей другим объектам, допустим, каким-то соседним комплексам. Поэтому это не объективный показатель, но опять же использовать его для ориентира стоит. Поэтому первый проход мы делаем, сравниваем внутри комплекса предложений. Если они есть, смотрим квадратные метры и опять же сравниваем однушки с однушками, студии со студиями. Двушки можно сравнивать с двушками и трешками, потому что там бюджет не так сильно различается, а те, кто ищет 2+1, могут также рассматривать, что можно купить за эти деньги, и 3+1, и могут делать выбор даже в пользу трешек в определенных случаях и довольно часто. Соответственно, мы рассматриваем сейчас только двушки и захватываем немножко трешек, потому что смотрим, что там вообще есть. Там средняя стоимость квадратного метра будет плюс-минус похожей. У трешек, да, она будет чуть ниже все-таки, но, опять же, смотреть стоит и их тоже. После того, как мы посмотрели предложение в комплексе, мы идем в район. Что внутри этого района есть, в данном случае у нас Алсанджак, то есть мы смотрим 2-3 спальни, Алсанджак, так как предложений там много, мы их отфильтруем по наличию бассейна. Потому что комплексы, в которых нет бассейна, точно в конкуренцию не попадают, они точно будут дешевле, мы их рассматривать не будем. Первый проход у нас будет по конкурентам, это 2-3 спальни, Алсанджак, бассейн. Когда мы найдем самые похожие объекты, самые конкурентоспособные с нашим объектом, мы пойдем в следующий раз, расширяя территорию поиска, допустим, Алсанджак, Лапта. Там предложений будет еще больше, мы еще отфильтруем, допустим, поставим только с мебелью, так как наша квартира с мебелью, пустые мы смотреть не будем. И после этого, так как у нас покупатель будет идти примерно по такому же пути, понятно, у всех путь поиска разный, но логику можно понять. То есть человек сначала ищет то, что он придумал, но каждый раз он задается вопросом перед покупкой, что еще я могу посмотреть за эти деньги.
что еще могу себе купить. Если, допустим, мне понравилось предложение вот в стоимости, там, например, 140 тысяч, а что за эти 140 можно купить еще рядышком? А если не рядышком? А если немножко условия поиска изменить? И вот эти моменты вот мы также по пути покупателя, следуя, тоже изменяем. То есть последний у нас проход будет 2-3 спальни, вообще вся Кирения с бассейном, с мебелью и со свежим годом постройки от 2020, чтобы старые дома отмести, потому что они явно будут конкуренцию проигрывать. Вот после вот таких проходов у нас, как правило, появится там 10, 15, 20 объектов, которые похожи на наш, и вот с ними мы уже можем сравнивать. Опять же, похожий надо смотреть не внешне, не по квадратуре, а похожий надо смотреть по тому запросу, который будет у покупателя. То есть, если покупателю понравится мой объект, а что он еще похожего сможет найти и сколько это стоит? Я надеюсь, я понятно объясняю, логика понятна, хотя на самом деле конкурентный анализ это такая очень сложная тема, что нету определенной какой-то формулы, что делай А, делай С, делай Б, и будет точный результат. Мы для этого специально берем сутки на конкурентный анализ, прежде чем демонстрировать его собственнику. И часто обращаемся к коллегам, чтобы перепроверить друг за другом, чтобы свежим взглядом посмотреть. В случае, если коллеги рядом нету, я, допустим, конкурентный анализ у меня может 2-3 часа занять, я потом пойду другими делами позанимаюсь, через 2 часа вернусь, свежим взглядом посмотрю. Очень часто бывает такое, что у меня аналитика показывает, вроде все очевидно, объективно, через 2 часа я прихожу, мне кажется, что как-то дешево, не может объект столько стоить, должен дороже. Переделываем заново. Потому что конкурентный анализ это не только и не столько именно аналитика, сколько еще маркетинговые исследования. То есть каков сейчас рукав рынка для объектов, максимально похожих на этот. Поэтому здесь нужно максимально объективно подходить, и с этим тоже могут быть проблемы, поэтому мы это делаем по нескольку раз и перепроверяем сами за собой. Какие инструменты для поиска мы используем? Чаще всего и обязательно в конкурентном анализе для Северного Кипра мы используем два самых популярных ресурса, потому что там мы точно знаем, есть покупатели, они там объекты ищут, и они там их выбирают. Это Хангеев, несмотря на все его недостатки, это все равно остается одной из самых популярных площадок для поиска недвижимости. И это One One и Влер. У него тоже есть свои недостатки, в частности, многие жалуются, что он подвисает, но тем не менее люди там ищут, люди там находят, сделки с One One и Влер приходят. Поэтому эти два ресурса самые популярные для проведения конкурентного анализа. Если этого недостаточно, можно подключить Telegram-чаты, можно подключить какие-то другие ресурсы. Сайты агентств недвижимости я подключать не рекомендую, потому что у них может быть ценообразование, основанное от другого. То есть, допустим, они перепродают, к примеру, объекты, которые там год, два, три назад покупали их клиенты, и сейчас надо перепродать. Соответственно, они там ставят цены не по рынку, а от того, что хочет собственник. То есть он смотрит, за сколько покупал, там издержки накидывает, может быть, хочет что-то заработать. И там могут цены сильно отличаться от каких-то реалий. Да, на Хангееве, на One One и Влере тоже есть предложение, кто во что гораст. И если мы сейчас откроем просто 2+1 Алсанджак, у нас будет разлет стоимости. Давайте я покажу. Критерии поиска. Кирения, Алсанджак, недвижимость, апартаменты, 2-3 спальни. И посмотрим, что у нас есть. И мы видим 568 предложений по цене, если мы отфильтруем от минимальной, у нас получится минимум 74 тысячи, а максимум 750 тысяч. Ну, понятно, что 750 это кто-то в апартаменты виллу запихал, но тем не менее, да, это тоже вилла. Да, вот, то есть видно, что разлет цен большой, но даже при этом нам же не нужно конкурировать с ними со всеми, нам нужно конкурировать с похожими объектами. То есть покупатель все равно ищет лучшее в рамках своего бюджета и в рамках своей задачи. Если ему не нужна вилла, если ему нужна квартира, зачем за виллу переплачивать? Если ему не нужно, там, к примеру, 4-5 спален, он больше смотреть и не будет. Если ему нужно именно в Алсанджаке, потому что у него там, не знаю, друзья, у него здесь работа, у человека, у покупателя, либо, может быть, просто район нравится, то он будет смотреть в первую очередь только Алсанджак. Покупатель будет сужать для себя критерии поиска до того, что ему нужно. А вот уже в рамках этих критериев поиска он будет выбирать лучшие предложения. И нет, не самое дешевое, а самое привлекательное. И наша задача понять, в какой ценовой категории мы сможем конкурировать и как стать самым привлекательным предложением. Но это уже дальше. Итак, проведя конкурентный анализ способом, который я описал ранее, мы нашли 10 самых похожих объектов, с которыми, скорее всего, будет конкурировать наш, если мы выйдем в продажу. И, соответственно, у нас есть вот такие объекты. Давайте быстренько по ним пробежимся. Вот с чего начнем. 2+1 лофт в Алсанджаке. Лофт это, конечно, всегда классно выглядит и всегда четко, но сильным повышающим фактором он не является. Поэтому лофты с лофтами, а одноуровневые с одноуровнями мы сравниваем далеко не всегда. Покупатели в массе своей не ограничиваются там только на лофтах или только на одноуровневых. Они будут и то, и другое смотреть. И надо смотреть и сравнивать. Может быть, при прочих равных наличие лофта будет небольшим преимуществом, но для кого-то, наоборот, это будет недостатком, кто-то не хочет ходить по лестнице. Поэтому плюс-минус сравниваем их вместе. Вот. Мы видим хороший внешний вид комплекса, тоже достаточно большой бассейн,
Фотографии не совсем информативные, не совсем понятно. Видно, что квартира светлая, много у нас света, большие окна. И есть вполне неплохо выглядящая мебель, техника. То есть квартира пригодна для жизни, похожа на нашу. По площади у нас 95, а здесь 96. Она даже по площади похожа. И вот это чудо продается за 129. То есть нам важна не вот эта стоимость, а стоимость квадратного метра, которую мы вносим вот сюда в таблицу, и формула нам считает среднюю стоимость квадратного метра, а потом выявит среднее среди всех ближайших конкурентов. Дальше у нас еще один лофт появляется. Здесь непонятно, либо он темный, либо это фотки такие, по фотографиям сложно. По-моему, все-таки фотки темные. На самом деле квартира вполне неплохо выглядит, даже несмотря на то, что фотографии непрофессиональные, можно оценить, что есть современная мебель, квартира в достаточно хорошем должна быть состоянии, техника есть, тоже для жизни она пригодна. Тоже в целом похоже на наше предложение, жалко не показывают нам внешний вид комплекса. Что за комплекс, что там есть, как он выглядит, этого всего мы здесь не видим. Но тем не менее, для покупателя, исходя из той информации, что у него есть, скорее всего, вот с таким он тоже будет сравнивать. И здесь уже 110 квадратных метров, то есть эта квартира даже больше по площади. Опять же, вносим в таблицу, смотрим стоимость квадратного метра. Вот второй вариант, у нас вот такая стоимость квадратного метра получилась. Переходим дальше. Вот, красиво, современно выглядящая квартира, наконец-то одноуровневая у нас получилась. Вызывает ощущение, что она даже новая, что здесь никто даже не жил. Судя по всему, так и есть. Новая квартира, одноуровневая, давайте посмотрим, что за 110 тысяч предлагают 73 квадрата, то есть да, она меньше, и опять нам не показывают внешний вид комплекса. Но судя по тому, что квартира новая, комплекс должен быть в хорошем состоянии, потому что он просто новый. Это уже ближе к лапте, то есть по локации тоже надо смотреть, потому что, как правило, чем ближе к основным узлам инфраструктуры, тем стоимость квадратного метра будет дороже. Но учитывать этот вариант мы будем, потому что покупатель его однозначно увидит, покупатель тоже его будет смотреть. Следующий вариант, квартира 2+1. Тоже Алсанджак, тоже одноуровневая, своеобразный дизайн, но вполне приятно выглядит. Если покупатель будет смотреть что-то похожее на нашу квартиру, однозначно и ее тоже, как минимум, я думаю, он посмотрит, потому что квартира сама по себе неплоха. 105 квадратов, хорошая площадь, и я так понимаю, что у нас будет рекордсмен по стоимости квадратного метра, правильно я думаю? Да, 1142 пока что это самая низкая стоимость квадратного метра из всего, что мы видели. Очень жаль, что они показывают нам внешний вид комплекса, чтобы оценить и, может быть, отсечь. Может быть, она поэтому и низкая, что там может быть комплекс в ужасном состоянии, нам отсюда не видно. Следующий. Вот мы видим комплекс, довольно свежий. Мы видим бассейн, мы видим панорамное остекление. Должно быть что-то похожее на наше. Выглядит многообещающе, хотя может быть просто удачные ракурсы фотографий. Квартира, опять же, судя по всему, новая, либо как минимум новая мебель. Но судя по внешнему виду комплекса, да, это новая квартира, техники нет, надо это будет учесть тоже. Но зато новая мебель, ну то есть в целом, это тоже лофт, она тоже двухуровневая, получается почти трехуровневая. Если покупатель будет что-то похожее искать, то такое он тоже увидит. Скорее всего, наша квартира выиграет по преимуществу за счет повышающих факторов, но рассмотреть ее мы тоже можем. 72 квадрата, 113 тысяч, у нас средняя стоимость квадратного метра получается 1569. Довольно дорого даже получается, несмотря на то, что цена может показаться низкой. Но тем не менее, этот вариант мы тоже рассмотрим. Следующее, что у нас выходит, тоже комплекс бассейна. Маленький бассейн по сравнению с нашим. Ну и комплекс в принципе попроще. Открытая территория, у нас закрытая, у нас жилье все-таки классово немножко повыше. Соответственно, у нас будут повышающие факторы по сравнению как минимум с этим конкурентом. Но внутри все вполне классно выглядит. И либо очень хорошие фотографии, за что стоит похвалить агента, который занимался подготовкой объекта. Но также стоит похвалить саму квартиру, потому что выглядит она классно, выглядит она конкурентоспособно. Мы ее просто обязаны учитывать при выходе в продажу. То есть это мы учитывать будем точно. 80 квадратов, 110 тысяч. У нас стоимость квадратного метра 1375. Ну вот в среднем по больнице у нас примерно так и получается. То есть тоже предложение вполне себе рыночное. Что у нас еще есть? Вертикальные фото, конечно, немножко отпугивают, но тем не менее квартира выглядит классно. То есть мы видим опять же, что есть и мебель, и техника. Мы видим опять же либо очень качественные фото, либо очень хорошее состояние квартиры. Что для нас самое важное, это то, как увидит эту квартиру покупатель. Здесь он увидит ее как минимум интересной. Да, в квартире уже жили, она уже не новая, но либо очень хорошо ее подготовили к продаже, и она очень классно смотрится, либо она сама по себе действительно тоже классная и интересная. Скорее всего, истина где-то посередине, как обычно. Что мы посмотрим здесь?
85 квадратов, 105 тысяч. Средняя стоимость квадратного метра у нас получается 1235. Это даже ниже среднего по рынку. Опять же, нам не показали внешний вид комплекса. Но, скорее всего, эта квартира все-таки немножко попроще комплексом, чем наша. Хотя нет, говорят new building. Если это новое здание, то однозначно надо учитывать. И таким образом мы находим 10 ближайших конкурентов, то есть предложения недвижимости, которые максимально похожи на наши, с той целью, что если покупателю наше понравится, а что он еще увидит на рынке и сколько это стоит. И у нас получается средняя стоимость квадратного метра для той квартиры, которую мы оцениваем, это 1324-1325 фунтов, что, опять же, мы повторяем, без учета повышающих и понижающих факторов. И вот как раз без этого учета у нас средняя стоимость нашей квартиры будет 126 тысяч, грубо говоря. Дальше мы не забываем про наши повышающие и понижающие факторы, и мы сравниваем наши характеристики. То есть то, что у нас собственная терраса и выход к бассейну, будет повышающим фактором или не будет? Скорее всего, да, потому что у большинства конкурентов мы такого не увидели. Близость к Escape Beach тоже однозначно будет повышающим фактором. Расположение вдали от главной дороги, но на самом деле здесь расположение есть где-то лучше, где-то хуже, поэтому в целом я бы это не использовал при ценообразовании, больше бы использовал в создании маркетинговой упаковки объекта. То есть да, сказать об этом стоит в описании, но чтобы до описания дошли, у нас должна быть, во-первых, хорошая цена, во-вторых, хорошая фотография, чтобы просто до описания человек дошел. Хороший внешний вид комплекса, опять же, мы его не будем учитывать при ценообразовании, потому что у нас много комплексов с хорошим видом. Мы, в частности, видели, что есть объекты крутые на рынке. И просто человек, который может себе позволить ваш объект, он, наверное, ужасные комплексы покупать не будет. Из понижающих факторов отсутствие детской спортивной площадки может стать понижающим фактором. Сильно цену я из-за этого бы не ронял, потому что есть люди, которые об этом не задумываются, есть люди, для которых это не важно, а может у них даже и детей нет. Но опять же держать в голове это надо, что нет детской спортивной площадки, может быть, то есть как минимум комплексы есть минусы по сравнению с другими комплексами. Нет пешей доступности к магазинам, тоже, опять же, это небольшой, но все-таки понижающий фактор, нужно держать это в голове. Не критичный, то есть не надо там сразу 10-15 тысяч сбрасывать, но нужно учитывать, что да, действительно, это минус данной локации. При всей своей классности, комплекс действительно классный, расположен классно, вот такая издержка есть. То есть надо купить хлеба на ужин, придется садиться в машину и ехать пешком, сходить довольно далеко и долго. И переходим к нашей финальной странице, это наконец-то расчет стоимости. И вот здесь самое важное. Для начала, я сейчас не буду углубляться, что мы еще смотрим вообще количество предложений от конкурентов. Их целая масса на всех ресурсах. И да, там куча дублей. Но мы смотрим глазами покупателя. Нам важно не сколько объектов сейчас продается, а сколько предложений увидит покупатель, чтобы впоследствии придумывать так, чтобы покупатель дошел до нашего предложения. А на данном этапе мы нашли 1879 штук на разных ресурсах. А искали мы только на Hangef и только на OneOne. Вот, пожалуйста. У нас 1303 на OneOne и 576 предложений на Hangef. Как выигрывать эту конкуренцию? Ну, сейчас об этом поговорим. Здесь небольшая разбивка по количеству предложений по ценовому диапазону, чтобы понимать, в каком ценовом диапазоне наибольшая конкуренция. И, к сожалению, как раз в нашем, потому что у нас ожидаемая стоимость от собственника, от продавца была 150. Вот. У нас аналитика показывает без учета повышающих, понижающих 126. И проанализировав с конкурентами наши повышающие и понижающие, мы выявили рекомендуемую стоимость 129 тысяч фунтов. Сейчас объясню, что это значит и как вообще с этим продавать. То есть это не значит, что это максимум, что может предложить этот рынок. Это та стоимость, выйдя с которой вы создадите максимальный спрос. То есть, грубо говоря, быстро продать можно за эти деньги. А при стоимости 150 предложение будет занимать 840 место. И там уже, как правило, объекты будут такие, которые просто не позволят выиграть конкуренцию, потому что они будут либо уровнем выше, либо площадью больше, либо локации лучше. Ну, в общем, 150, к сожалению, здесь будет уже довольно сложно продать. Дальше на выбор мы, как правило, предлагаем 3 стратегии. Если человеку надо продать очень быстро, вот прям горит и мир рухнет, если я не продам там в течение месяца, можно выставлять за вот эту рекомендуемую стоимость 129. И нашими маркетинговыми усилиями мы быстро создадим очень большой спрос. И, грубо говоря, просто продадим квартиру с торгов. То, что мы ее за 129 выставим, еще не значит, что мы за 129 продадим. Потому что если придет покупателей больше, чем один, нам-то только один нужен для сделки,
Мы можем организовать открытые торги, чтобы каждый заинтересованный покупатель мог делать свои предложения. Кто предложит больше, тот и заберет. Иногда так получается там на 2, на 3 тысячи поднимать, а иногда и на 7, на 8. То есть 129 стоимость предложения для старта продаж. Это в том случае, это довольно агрессивная стратегия, это в том случае, если мы хотим продать очень быстро и у нас каждый день на счету. Сбалансированная стратегия, это у нас вышло 135. Эта стоимость позволит нам создавать хорошую уверенность спрос на рынке, даже при учете того, что конкуренты будут дешевле. Потому что мы сможем выигрывать эту конкуренцию за счет маркетинга. То есть, грубо говоря, если у нас будет конкурент похожий за 130, а у нас за 135, но она лучше, вкуснее, ну что, человек 5000 не найдет, что ли? Конечно, найдет. Потому что покупатель хочет лучшее предложение в рамках своего бюджета. Мы можем в этой ценовой категории стать лучшим предложением в этой сумме. Но если хочется максимум денег, минимум риска и сроки терпят, можно выставить, грубо говоря, за 140, хотя я бы рекомендовал там 139 поставить, потому что до 140 многие фильтруют, и там уже другая ценовая категория. И можно не торопясь продать, пусть чуть подольше, но зато безопасно, и точно мы от этого рынка постараемся выжать максимум. Но опять же, не торопясь, это не значит, что выставили и забыли. Это значит, что каждую неделю надо следить, какой спрос создается как минимум в рекламных предложениях, на том же Хангееве, на том же One-on-One, сколько идет просмотров, есть ли отклики, есть ли сообщения, может быть внутри One-on-One что-то пишут, вопросы задают, какая вообще активность под этим рекламным объявлением. Если она есть, значит мы попадаем в целевую аудиторию, значит они смотрят. И даже если, может быть, там звонков и обращений не так много, ну так извините меня, мы продаем не торопясь, мы ищем своего покупателя, нам нужен один, мы можем себе это позволить, да? Но если у нас и просмотров нету, несмотря на все наши маркетинговые усилия, это значит, мы просто попали уже в неправильную ценовую категорию, и там мы конкуренцию проигрываем еще на этапе даже просто заголовка объявления, просто даже не проваливаться, потому что мы явно проигрываем. Поэтому каждую неделю, несмотря на то, какую стратегию мы выбрали, надо это отслеживать и надо что-то менять, если что-то не работает. И все-таки, как мы будем выигрывать эту конкуренцию? То есть мы посмотрели, что у нас рынок, грубо говоря, там от 125 до 140 тысяч предлагает нам рукав для эффективной продажи нашего объекта. Что мы будем с ним делать и как мы будем выигрывать конкуренцию? Потому что мы с вами видели, что есть хорошее предложение там и за 130, и за 135, как нам привлечь покупателя на свой объект. Опять же, коротко, у нас уже видео достаточно длинное получилось. Я покажу на примере другого объекта, потому что здесь мы медиаподготовку еще не делали, а в другом объекте у меня есть как раз пример для вас. Вот у нас квартира, тоже в Алсанджаке, но на этот раз 3+1. Квартира в комплексе Кафалы, не новый комплекс, но вполне жилая и красивая квартира с хорошим видом и на море, и на горы, и еще и вдобавок с собственной террасой на крыше. То есть классный объект. Вот такие фото у нас от собственника. Мы их используем для анализа объекта, для выхода в продажу. В общем, 3+1, если я не ошибаюсь, 140 квадратов, 2 санузла, 3-й этаж и терраса на крыше. Да, это не новый комплекс, но вполне себе жилая и уютная квартира. Определили стоимость в 140 тысяч, то есть с ней мы выходили в рынок. Но так, смотря на эти фотографии, такое ощущение, будто не должна она стоить 140, потому что мы за 140 сейчас МТАН смотрели, и там конкуренты были, там двушки мы смотрели, там классные объекты были, красивые такие, прям как с картинки, райский остров просто буквально. Эта квартира, просто обычная квартира, да, площадь большая, да, терраса на крыше, 140 тоже, кажется, так себе. Но тем не менее, если мы посмотрим фото, которые мы использовали в рекламе, вот такие фото мы использовали в рекламе. На мой взгляд, слишком переосветлили, но в целом самое главное, что реклама сработала, квартира продана, на самом деле сейчас там живут покупатели, живут радостно, мы с ними общаемся, они довольны, они купили классную квартиру, и сумма сделки у нас вышла, по-моему, поторговались на 5000, и за 135 у нас сделка случилась. То есть вот такой объект, вот так он выглядит, когда он подготовлен к продаже. Сравнить с тем, что было, и сравнить с тем, что сейчас есть для продажи, то есть вот на этом уже можно собрать определенный спрос. То есть вот такая квартира 3+1 уже может вызвать интерес у покупателей, которые ищут себе квартиру для жизни. Это один из примеров хорошей медиаподготовки объекта, но это только часть работы. Самая главная работа – это именно отслеживать эффективность. То есть поставить в рекламу и забыть – это, к сожалению, стратегия не работает, потому что попасть с первого раза в спрос, привлечь покупателя и продать получается далеко не всегда. А мы в DreamHold хотим продавать прогнозируемо, и если мы человеку обещаем, что возьмемся за работу и сделаем все возможное, ждать не в наших принципах, поэтому надо следить, надо работать, надо что-то делать, чтобы в минимальные сроки реализовать объект,
по максимально возможной рыночной стоимости. От себя могу добавить из своего личного опыта. Что касается оценки объекта, собственнику это сделать сложнее всего, потому что собственник всегда субъективен и склонен защищать свои позиции. Это вполне нормально, это в человеческой психологии. Приведу пример. Когда я продавал свою квартиру в России и уезжал из России, я точно так же провел конкурентный анализ. Несмотря на то, что через меня их прошла уже не одна сотня, я ошибся почти на 500 000 рублей. Когда я пришел к коллеге, и он мне провел оценку объекта, я поправил стоимость, я продал квартиру за 2 недели. Поэтому старайтесь быть максимально объективными и держите в голове, что вполне возможно, что вы видите картину из своих глаз немножко приукрашенную и немножко чересчур оптимистичную. Такое бывает, к сожалению, очень часто. Не факт, что это будет в вашем случае, но такое может быть, поэтому моя задача предупредить. А вообще конкурентный анализ становится тем точнее и тем качественнее, чем больше этого конкурентного анализа вы проводите. Поэтому максимально точный анализ у вас получится, если у вас, грубо говоря, есть время, желание и там 200 часов наработки, чтобы потренироваться и наработать объект много раз. От себя могу сказать, что если у вас есть и желание, и время этим заниматься, приходите к нам работать, мы нанимаем агентов. Если нет, вы можете обратиться к нам, мы сделаем это для вас. Эта услуга для вас абсолютно бесплатна и делается до подписания договора о сотрудничестве. То есть, как минимум, прийти к нам, оценить объект и шансы на продажу вы можете, просто обратившись к нам. Пишите в комментариях, какие вопросы относительно вторичной недвижимости Северного Кипра у вас есть. Будем рады быть максимально полезными и до новых встреч.